Смарт-часы с AMOLED-экраном, 60 Гц частотой обновления экрана, поддержкой технологии Always On Display, встроенным GPS, водонепроницаемостью 5 атмосфер, стильным дизайном, Bluetooth-чипом версии 5.3, автоматическим измерением пульса, SPO2, уровня стресса, поддержкой 150 видов тренировок, автоматическим определением активности, временем автономной работы до 20 дней на одном заряде аккумулятора. И обо всем этом, разумеется, и не только, можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Mi Bro GS Active. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляются эти смарт-часы в серой упаковке, на ней есть краткая характеристика, изображение и, разумеется, название модели. Внутри этой упаковки находится еще одна коробка из плотного картона и надпись Mi Bro. Упаковано все неплохо, коробка выглядит хорошо, и в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, дополнительный тканевый ремешок на липучке, зарядное устройство с 2 пинами и, разумеется, краткое руководство. Весят смарт-часы со стоковым ремешком 52 грамма, а габариты 47 на 13 мм. Длина вместе с ремешком 268 мм. Ширина самого ремешка стандартно 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Условия просты. Вы подписываетесь на канал с колоколом, оставляете комментарии больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указываете свое имя в телеге. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и все, вы автоматически в розыгрыше. Все максимально просто. В конце каждого месяца на стриме буду разыгрывать смарт. Перейдем же к обзору. Приобрести Mi Bro GS Active можно в черной, бежевой, серой с голубым оттенком и золотистой расцветке. Выбрать есть из чего. Дизайн устройства лично мне понравился, выглядят смарт-часы привлекательно. Отмечу, что данная модель внешне похожа на Huawei Watch GS 3 SE. Обзор на них, к слову, уже есть на канале. Корпус GS Active выполнен из пластика, а безель из металла. Материалы прочные, ко всему смарт-часы ощущаются довольно легкими. Собрана модель качественно, без особых нареканий. Ремешки быстросъемные, плюс за то, что оба ремешка выполнены из тактильно приятных материалов. Силиконовый ремешок имеет классическую пластиковую застежку, а тканевый, как я уже сказал, фиксируется на липучке. При носке смарт-часы практически не ощущаются, спать в них комфортно, можно без проблем. Запястье под стоковым ремешком не потеет и ремешок не натирает. На корпусе GS Active расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. На правом торце находятся 2 механические кнопки, которые, по всей видимости, также из металла. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, а зажатием можно перейти к 2 командам, таким как выключение и перезагрузка устройства. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, переназначить команду можно только на нижней кнопке. Летим дальше. Смарт-часы оснащены AMOLED-экраном на 1,3 дюйма с плотностью пикселей 277 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. Экран утоплен, рамка есть, она небольшая, но, как по мне, лучше бы ее убрали или полноценно спрятали под безель. По итогу экран кажется довольно маленьким. Что касается скроллинга и работы системы, 60 Гц есть, но из-за легких фризов называть скроллинг плавным очень сложно, и вряд ли дело это изменится как-то. В остальном перемещаться по интерфейсу удобно, цветопередача у экрана приятная, картинка четкая и насыщенная. Интерфейс доступен на русском языке, перевод некорректный, но шрифт в основном хорошо читабельный. Яркость, по моим замерам, целых 1500 люксов, и это прям нереально мощно, но опять же, это при замере яркости с включенным режимом фонарика. Если измерять экран с белым циферблатом, он выдает максимум 800 люксов. Подобной яркости экрана в целом хватает для комфортного использования смарт-часов даже в солнечный день. Но запаса яркости нет, как и нет автоматической регулировки яркости. Яркость регулируется ползунком, автовыключение экрана максимум до 30 секунд, функцию «Постоянно включенный экран» можно настроить до 20 минут. Always On Display на борту, в настройках можно выбрать один из 5 стилей отображения AOD, а также можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья, AOD или циферблат. Сама функция включения экрана поворотом запястья отрабатывает стабильно хорошо. Включить экран тапом нельзя, но можно выключить его, накрыв ладонью, как и в Pro-версии, кстати. Далее, с главного экрана по свайпам все более чем стандартно. Снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, переход к настройкам, блокировка смарт-часов и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо еще одна панель быстрого доступа с виджетами, а свайп слева направо виджеты. Персонализировать виджеты можно, как и панель с виджетами. Но вот сортировать приложения в меню возможности отсутствуют. В меню мы имеем секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, калькулятор, календарь, игральные кости, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить на смарт-часы музыку нельзя. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, мировое время, компас и поиск смартфона. В настройках имеется настройка вибрации, вибромотор тактильно приятный и достаточно мощный. Также можно настроить
настроить блокировку смарт-часов, выбрать один из 3 стилей отображения меню, режим «Не беспокоить» и режим экономии энергии. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. Подключить внешний Bluetooth устройство возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Также в этой модели нет NFC. Спортивных режимов на борту более 150 видов, отслеживание плавания на борту с измерением пульса, позы, что удобно. Это есть напоминание автоматическое распознавание активности, но только ходьбы и бега. Навигация происходит за счет встроенного GPS с поддержкой GPS, GLONASS, BDS, Galileo и QZSS. Местоположение смарт-часы определяют около 20 секунд. Пройденный маршрут они записывают с небольшой погрешностью. Тренировка не работает в фоновом режиме, настроек для тренировок немного, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Что касается мониторинга здоровья, GS Active могут измерять в автоматическом режиме пульс, SPO2 и уровень стресса. Для измерения пульса есть также умный режим. Вручную измерять эти показатели также можно. Мониторинг сна показал себя хорошо. На борту также есть дыхательные тренировки, женское здоровье, барометр, активность, анализ данных, VO2 Max, время восстановления, нагрузки при упражнениях и эффективность тренировок. В плане измерения пульса и SPO2 все в пределах нормы, но я заметил, что при активности результаты измерения не всегда корректные. Здесь лидер у нас Huawei, как вы помните. Далее. Звонить с часов нельзя. Быстрых ответов на звонки нет, в отличие от некоторых Mi Band'ов, да, и Huawei Watch Band'ов. Уведомления приходят, смайлики отображаются, как и иконки, но отвечать на них нельзя. Далее. Емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занимает до 2 часов, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без включенного АОДа около 14 суток, что хороший результат. Далее. Водонепроницаемость скромная, всего 5 атмосфер. Конечно, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, но купаться в соленой воде и ходить в баню вместе с ними я не советую. Летим дальше. Mibra GS Active работают в паре с приложением Mibra Fit. Приложение работает без особых проблем. На главном экране в приложении мы имеем заряд в процентах, 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, во второй вкладке отображаются подключенные устройства и последнее — это профиль. На главной странице с часами мы видим магазин с циферблатами, которых не особо большое количество, но выбрать есть из чего. Плюс есть даже динамические циферблаты, можно установить любую фотографию на заставку. Помимо перечисленного также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться поиском смарт-часов и Bluetooth кнопкой для удаленной фотосъемки. Но только через приложение. Обновить прошивку можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы: нет динамика, нет функции звонков, не всегда корректный мониторинг здоровья, мало дополнительных функций, учитывая стоимость, и, разумеется, цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она адекватна только во время распродаж. Напоминаю, что распродажа будет с 1 по 8 мая, так как апрельский сейл на Али уже кончился. Но опять же есть middle сейлы, и может быть чуть раньше будут скидки на эту модель. В общем, если заинтересовало, подписывайтесь на телеграм-канал скидок. Вообще любые железки, которые вам интересны, там в поиске вбиваете название модели и смотрите динамику цен. В основном я размещаю там только во время распродаж что-то. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там много всего полезного, там мы постоянно общаемся. И телеграм-канал взаимопомощи, там 17 тысяч человек. В принципе, коллективный разум работает. Плюс можно еще использовать поиск. Резюмирую, умные часы Xiaomi Vibra GS Active — интересные смарт-часы, но, как по мне, на данный момент они не стоят своих денег. Если цена будет ниже или вам удастся их купить на сейле дешевле, чем они сейчас на Али, то, как носимое устройство с приятным дизайном, хорошим экраном и отличным временем автономной работы, эта модель по мне хороша. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу от меня скорее нет, чем да. Не на распродаже однозначно. Добра и удачи вам, дорогие друзья.